Ну что, дорогие овны, не рассчитывала я на такую погоду сегодня, но, как говорится, какой месяц, такая и погода, да? У природы нет плохой погоды, как говорится, у овна нет плохого гороскопа, да? Даже несмотря на то, что если он очень плохой, любой нормально, адекватный, потрясающий овен сделает этот месяц таким, как ему надо, да? То есть он сделает, прокультивирует эту энергию, вспашет поле, огород, грядки, да, как говорится, и сделает этот месяц из минуса в плюс, да. Поэтому, дорогие овны, встречаем новый гороскоп для вас на ноябрь 2023 года. Присаживайтесь поудобнее, либо если вы бежите, ставьте, пожалуйста, громкость, добавляйте и слушайте. Поехали! Боже, как говорится, вот такая же погода будет у нас, дорогие овны, в ноябре, психоэмоциональная погода в ноябре этого года, да. Месяц, дорогие овны, для вас будет, я не скажу, что простой, месяц будет, сложноватый в плане ощущений, в плане движений, в плане настроя, в принципе, на будущее, да, и здесь, как говорится, важен именно ваш настрой, потому что события в мире будут происходить абсолютно разные, но здесь важен именно ваш настрой, потому что вы, как я уже сказала, можете из любого минуса сделать плюс, и это нормально, это меня всегда очень радует, я всегда за это люблю и ценю овнов, да, но, как говорится, внутренние переживания, обиды и страхи будут вас тормозить. То есть то, что вы не прожили раньше, то, что вы себе не позволили, не разрешили, то, что где вы себе не разрешаете идти в развитие, почему вы считаете это зазорным, почему вы считаете это вроде как не камильфо, либо найдите любое другое слово, да, дорогие овны, почему вы стоите на месте, почему вы не идете туда, куда вы хотите, да. И здесь нужно искать причину в обидах, переживаниях, в родительских отношениях, в ваших отношениях, в прошлом, то, что было у вас и не сложилось. Не сложился бизнес, не сложилась работа, не сложилась личная жизнь, не сложились ваши надежды, да, то есть они не реализовались, да, хотя очень хотелось. Поэтому, дорогие овны, не скажу, что будет месяц какой-то прям вот специально для вас ужасный. Нет, нет, нет. Просто это тот месяц, где бы вам было бы хорошо поработать. И поработать как раз-таки эмоционально. Поработать для того, чтобы вот найти те стопора, которые не дают вам развиваться вперед. Потому что, как говорится, сколько уже можно стоять на месте, сколько уже можно ждать и бояться идти туда. Потому что для овна нет сильнее страха, чем страх бояться и не действовать, да, поэтому, дорогие овны, не тратьте время. Я, конечно, рассчитывала, что вы с этим разобрались в коридор затмения, да, что вы с этим разобрались в октябре, но если вы этого не сделали, ноябрь прекрасное для этого время. Почему? Потому что в декабре было бы прекрасно стартануть как раз-таки по той самой реализации. Но, разгребав все свои проблемы в ноябре, очень классно и выгодные вложения можно произвести как раз-таки и в ноябре, да, а в декабре оставить как раз-таки время на популярность. Это если мы, как говорится, касаемся работы, бизнеса, общественной деятельности, да, то есть получения того самого социального статуса, который вы давно хотели, да, и жаждали для себя. Первая половина месяца будет достаточно напряженной, достаточно претензионной, да, то есть постоянно будут возникать ситуации, которые вас истинно накаляют, которые вас раздражают и захочется обнулиться, да. Первая половина месяца будет сложновато общение с друзьями, общение с партнерами по работе, настроение месяца будет задавать прямом-таки тот самый тон не для вас, овны, захочется все разрушить, спылить, еще, конечно, мировые события будут к этому подталкивать, но здесь, пожалуйста, вы не ведитесь на провокацию, да, потому что это время пройдет и уже буквально со второй половины месяца, да, с 18 буквально-таки, с 18-19 ноября
все изменится, и энергия начнет работать как раз-таки для вас. Ваш второй управитель Плутон, вы как раз-таки будете в секстиле, два ваших управителя, и Марс, и Плутон. И здесь энергия как раз-таки для реализации, для вложения, для вкладывания в проекты будущего, то, что как раз-таки будет работать и продвигать дальше. То есть всю самую мощь обид, переживаний можно как раз-таки затолкать во второй половине месяца в работу. Работа пойдет 100%, будет хорошо, да. В декабре работа продолжится, причем работа продолжит еще и примет больше масштаб, то есть она не то что уменьшится, она увеличится, ее станет больше, можно будет увереннее планировать, но не с таким гигантским масштабом, как пока бы хотелось, но уже можно продвигаться. Декабрь хороший месяц для продвижения, для именно внутренней душевной уже сонастройки. То есть если вы все силы вложили в ноябре, то в декабре как раз таки уже начинаете потихоньку раскручивать. Конечно, максимальная раскрутка будет ждать в последующих месяцах. Об этом будет следующий гороскоп. Следующий гороскоп для Овна, кстати, буду записывать уже на несколько месяцев вперед, потому что меня просят бизнес-люди о том, что гороскопчик было бы классно поквартально. Поэтому, дорогие Овны, ждите. Почему говорю, что развитие и коммуникация в декабре получится не очень обширно, да, по крайней мере, первая половина декабря прекрасно до 13 декабря спокойно продвигайте, реализовывайте. Почему? Потому что потом нас ждет ретроградный Меркурий, чтоб его, да, то есть с 13 декабря он начнет разворачиваться, 14 декабря он уже будет ретроградный, и, естественно, все коммуникации, все наши договорные отношения, все наши связи начнут немножко лагать, да, поэтому, дорогие Овны, классная реализация, все, что вы хотите реализовать, внедряйте со второй половины ноября по первую половину декабря. Образно это говорю, да. Вторая половина декабря, конечно же, она не будет такой... Она не будет плохой, ужасной, нет, просто люди немножко будут в связях подтормаживать, но такое бывает, такое случается, поэтому вот здесь вы даже не переживайте по этому поводу. Главное внедрить все вот в месяц, который я вам сказала, да, в конце ноября, начале декабря, а потом продолжать своими действиями приобретать масштаб, потому что на самом деле транзиты очень хорошие для реализации, то есть на небе все в денежных знаках, для того, чтобы продвигать старые проекты, те, которые вы уже внедрили. Конечно же, я уповаю на то, что вы внедрили это в коридор затмений, но если нет, ноябрь тоже классный для реализации месяц, классный для вложений, вторая половина ноября, да, и первая половина декабря. И, конечно же, поддержание этих связей, которые вам необходимы в бизнесе. Бизнес-партнерство – это то, что поднимет вас на новый уровень в 2024 году, а он, между прочим, уже копытом бьет, стучит к нам на подходе, да, поэтому, дорогие Овны, ни в коем случае, если в первой половине ноября захочется попылить, позлиться, быть напряженным, не нужно этого делать, ни в коем случае не нужно этого делать. Подождите, это время пройдет, и все вернется на круги своя. Все те, кто ругались, придут с извинениями. Если, конечно, ругались вы, но придется извиняться вам. Ради чего? Ради будущего, ради будущих проектов, ради своей же реализации и ради реализации тех людей, кто просится к вам в партнеры, да. И это нормально, потому что мы вступаем с вами, как говорится, в мир, где без коммуникации мы, конечно, все обособились, да, за последние годы каждый стал жить как бы обособленно по-своему, но мир нас ведет к тому, что нам необходимо объединиться. И чем больше людей мы будем в свои проекты собирать, тем больше прибыли эти проекты будут приносить. Поэтому, дорогие Овны, будьте дальновидны, действуйте, не сидите на месте ни в коем случае. Как говорится, каждый гвоздь должен работать. Все свои идеи вкручивайте в свой бизнес, в свои проекты, для того, чтобы
они работали. Пройдет время, вы скажете, что это было самое классное вложение своих мыслей и идей в свои дела. Что касается любовной сфера на ноябрь, прекрасное время, затишье, время встречать, проводить совместные вечера, встречать закаты. Первые несколько дней начала ноября такие немножко напряженные, хочется поругаться, первая неделя, да, хочется почувствовать себя жертвой, хочется как-то вот обвинений повыкатывать, но не нужно этого делать, просто организуйте себе романтик, проведите прекрасное время вместе, походите на свидание. Если же вы холосты, как говорится, овны, то здесь возможно появление каких-то скелетов в шкафу, появление бывших, появление всех тех, с кем вы уже, возможно, не хотите общаться в силу эмоциональных переживаний в прошлом, да, то есть здесь решать вам, хотите ли же вы в этой энергии вариться, хотите же вы снова переживать и волноваться, но знаете, что этот роман тоже будет ненадолго, пройдет буквально первая неделя ноября, и во второй неделе ноября уже бывшие снова убегут, отношения, я бы так сказала, будут недолгими, да. Оставшиеся 3 недели ноября, они будут очень даже прекрасное время для романов, свиданий, свадеб, организации мероприятий, душевных, праздничных, да, можно себе что-нибудь там купить, красивое и интересное, да. Кстати, все покупки в ноябре месяце со второй недели ноября и по 13 декабря прекрасное время для покупок, да, какой-то бытовой техники, нечто красивого, то, чтобы радовало глаз. С 14 декабря ретроградный Меркурий уже не даст купить ту самую классную технику без какого-то косячка, без какой-то помарочки, без какого-то изъяна. Сложно будет приобретаться автомобили, сложно будет вообще, в принципе, работать техника, коммуникация, да, но об этом еще позже расскажу в большом видео про ретроградный Меркурий, как говорится. Здоровье в целом здоровье у овнов на декабрь, видите, я уже в декабре живу, да, здоровье в ноябре месяц у овнов потрясающе, конечно, глубокие внутренние переживания, если же вы начнете в них работать, будут вас одолевать, и здесь, конечно, главное не свалиться в депрессняк, а желание будет очень сильное, пожалеть себя, поныть, похныкать, от этого будет портиться, конечно, физическое здоровье, потому что когда Ови начинает хныкать, да, здесь два, либо он начинает валяться на диване и рыдать, либо он начинает все бить, поэтому очень сильно много ничего не бейте, да, потому что, хотелось бы, дорогие овны, сил, терпения и, для действий, да, организовать это все, поэтому здесь прекрасно создавайте, что вот эти эмоции, которые возникнут в первой неделе, да, в первые 2 недели ноября, они недоработаны и в прошлом, ваши эмоции, то есть вы там не прожили, вы там не сделали какой-то выбор, не определились, да, то есть не доделали те истории, их необходимо доделать сейчас. В этом нет ничего страшного, мы все периодически возвращаемся к прошлому для того, чтобы его завершить и начать новую историю. Напоминаю, дорогие овны, новые истории начинаются очень сложно, если не завершены старые. Почему? Потому что память у нас у всех, она как бы имеет определенное место, да, жесткий диск, он не вечен, да, это как бы не мировой океан, и то даже у мирового океана есть границы, да, поэтому здесь нужно понимать, что емкость у всех у нас, у каждого своя, и здесь бы, конечно, расчистить себе пространство. Ну что, дорогие овны, я хочу, чтобы ноябрь прошел у вас очень продуктивно, да, потому что этот месяц как раз-таки такой сонастройки между осенью и зимой, месяц, когда мы
делаем на самом деле важные дела, несмотря на мировые события. Да, нас еще всех не раз колбаснет мировые новости, грустные, печальные новости разные. Да, поэтому я желаю, чтобы эти новости не выбивали вас из колеи. Я хочу, чтобы вы действовали. Я желаю вам действовать и внедрять все то, что вы давно хотели. Не переживайте, если что-то не получаете. Ну да, странно, если бы Овну все с первого раза получалось, да, и как хочется. Пробуйте, экспериментируйте. Помните, что ваш внутренний ребенок любит эксперименты, что если не получилось вот так, значит нужно зайти с другого ракурса, с другого края, да, как говорится. И в этом сила Овна на самом деле. Не пренебрегайте попытками, это хорошо, это нормально. И то, что не дается прямо сейчас, вот сразу, а нужно постараться, говорить лишь о том, что проект на самом деле выигрышный, проект долгоиграющий, потому что все, что залетает сразу, и все, что получается с первого раза, как правило, быстро и прогорает, да? Поэтому, дорогие Овны, не волнуйтесь, если где-то вы не внедрили прям вот сразу на ходу, да, это нормально. Нет в этом ничего зазорного, нет в этом ничего плохого. Я желаю вам продуктивного и яркого месяца, дорогие Овны. Встретимся с вами в следующем видео. Вот здесь прикреплю в конце большое видео про Овнов. Смотрите, если вы еще не можете где-то сонастроиться со своим знаком зодиака, если вы еще где-то себя не понимаете. Да, пока только есть видео про Овнов, про всех остальных знаков зодиака сниму видео чуточку попозже после этих гороскопов. Поэтому, дорогие Овны, у вас пока карт-бланш. Вы единственный знак, у кого есть большое видео про вас. Пользуйтесь, смотрите, чувствуйте себя и внедряйте в свою жизнь все то, что давно хотелось. Люблю вас всем сердцем и обожаю. Увидимся с вами в следующем ролике.